Мне вот после моего выступления, да, у Савика Шустера, у вас многие пишут, а что вы переобулись? А вы ж так топили за Зеленского еще месяц назад, а что сейчас произошло? Особенно популярно, за сколько вас Ахметов купил? Я хочу ответить на эти вопросы. Я хочу вам рассказать о моей трансформации по отношению к президенту. Я знал Владимира Зеленского как замечательно талантливого, хорошего парня. Человек потрясающего таланта, человек, заработавший деньги своим трудом, своим интеллектом, честные деньги, не укравший ничего у государства. Человек, рожденный в прекрасной семье, прекрасными родителями и воспитанный ими, с потрясающим чувством юмора, потрясающе легкий, комфортный в общении. Сколько мы с ним общались, он оставлял впечатление вот настоящего праздника. Не просто праздник, а праздник общения. Душевный, прекрасный, замечательный человек. И я сделал немало для того, чтобы, во-первых, убедить его идти в президенты, и для того, чтобы он победил. Конечно, это капля в море по сравнению с тем, что украинский народ хотел перемен. И я понимал однозначно, что не должен Порошенко снова стать президентом. Это будет беда для Украины, страшная беда. И я повторю сейчас важную вещь. Я по-настоящему счастлив, что президентом Украины стал не Порошенко, а Зеленский. А другой альтернативы тогда не было. Не было человека, за кого народ мог бы проголосовать. Поэтому то, что Владимир Зеленский стал президентом Украины, это прекрасно, потому что иначе им был бы Петр Порошенко. А дальше начались вещи, которые, знаете, я так устроен. Вот если человека любишь, как-то вот любишь его, вот он тебя раз чуть-чуть не то что-то, и ты думаешь, ну, проглотил. 2, 3, 4, 5, и ты уже понимаешь дальше, что все, дальше невозможно. Пошли звоночки. То это поездка в Оман. Непонятно, чем они там занимались. Встречался он с Патрушевым, не встречался. А что он в Оман поехал? А что за поездка? Гонишь эти мысли, гонишь от себя, гонишь. Такой Володя, такой хороший, такой все, слава Богу он, слава Богу не Порошенко. Потом один скандал, другой скандал. Потом эти соратники, это сборище идиотов рядом с ним, сборище просто. И я же ему говорил в глаза, в лицо говорил несколько раз. И вы свидетель этому. И вы свидетель. Я говорил, нельзя держать таких людей. И называл фамилии. И Тищенко называл. И Малюську называл. И Тарана называл. Воюющая страна, ё-моё. Воюющая страна. Министр обороны Таран вообще, который... остался в том времени, он несовременный, он молчит. Кто-то хоть раз видел министра обороны, чтобы он выступил, что-то сказал? Никто. Никто не знает, как он выглядит даже. Хомчак, начальник генерального штаба, они с Тараном не разговаривают полгода. В воюющей стране министр обороны не разговаривает с начальником генерального штаба, и они еще судятся. Это в какие ворота? Я же ему говорил об этом. Я говорил, этого не может быть. Я говорил, что министр Малюська производит впечатление психически нездорового человека. Вы свидетель. Я не молчал, ребята, я говорил это все. Он хихикал в ответ. Да, он снял Тарана рано или поздно. Я уже не говорю, как Таран там оказался. Я не хочу даже это говорить. Это так уменьшит президента, что я не хочу говорить, как Таран оказался на посту министра обороны. Мне один из его близких друзей сказал: Дим, ты не понимаешь. Он мне сказал это перед вторым туром. Ты не понимаешь. Он боится сильных людей. Он окружает себя всегда людьми слабее себя, чтобы на их фоне выглядеть сильнее. Я говорю, да перестань, не хочу слышать. Мне Игорь Петрович Смешко говорит, Дмитрий Ильич, он говорит,
Ну не может артист быть президентом. Ну не может. Вы же, когда в самолет садитесь, вы же хотите, чтобы за штурвалом пилот сидел? Хотите артиста посадите за штурвал самолета? А что так вы не делаете? Я говорю, Игорь Петрович, вот он придет, да, он неопытный, но он хороший человек, он окружит себя профессионалами, и они его подымут на новую высоту. Игорь Петрович грустно на меня смотрел, и что? Он видит, что я влюблен в Зеленского, и он меня не переубеждал дальше. Ну, пошли эти звонки. Вагнеровцы пошли ситуация. Я вам впервые скажу, он меня предал в ситуации с Гиркиным. Он меня лично предал. Потому что Владимир Александрович Зеленский знал о готовящейся спецоперации по Гиркину за месяц или полтора до проведения интервью. Он лично знал, ему лично доложил Бурба, Василий Бурба. Потому что это была, как я уже говорил несколько раз, спецоперация, которую осуществляли совместно Главное управление военной разведки и Генеральная прокуратура. Вы что думаете, это шутки были? А когда дошло дело до дела, Владимир Александрович спрятался. Испугался то ли Путина, я не знаю почему. Он начал говорить, а вот пусть Дима не говорит, что со спецслужбами, а пусть скажет с ветеранами спецслужб, а пусть скажет с юристами. Уполз в раковину, уполз. Когда надо было сказать, да, я был в курсе. А что он не сказал? Да, я был в курсе. А что тут такого? Мы на государство работали. Не сказал. А когда уже дошло до серьезного разговора, он передал, что я завтра на пресс-конференции, я скажу, я дам понять всем, что я в курсе. И что он сказал? Это в худших традициях 95-го квартала. 95-й квартал лучше шутил. Когда мне дали слово, он сказал, наш спецагент, як мені доповіли. Га-га-га-га-га. Я пам'ятаю, я був там. Я эту ситуацию проглотил. Почему? Ну, мне неудобно, ну, я же его так люблю, я ж... И что мне говорить, сейчас это рассказывать нельзя, это я сейчас рассказываю. И то не все. Еще одно предательство. А потом ситуация с вагнеровцами начинается. Я-то ее знаю, я ее знал тогда еще. Там предательство. Ребята, там предательство. И он опять в раковину уполз. Опять я ни при чем. Я не я, и хата не моя. По-глупому. Врет, по-глупому. Опять. А потом заявление Саакашвили 37 миллиардов в год тырят из бюджета. Где президент? Он должен сказать, это правда или нет? А сколько я бился с этими контрабандистами? Вы же помните, я из эфира в эфир говорю, что воруют 3 миллиарда долларов в год на таможне. Наконец, санкции ввели, но против не тех, и не те санкции, и не так. И Зеленский говорит, 300 миллиардов, скоро увидим гривен в бюджете. Я жду конца года, я хочу увидеть 300 миллиардов в бюджете. От того, что контрабанды нет. Вы что думаете, контрабанды нет? Да все есть. Коррупция страшная. А кто крышует ее? Уж не они сами ли? Вопрос. Вот эта ситуация с вагнеровцами, его поведение сейчас, оно меня выбило из колеи и подвело черту. Дальше сказал себе я, ты не имеешь права его поддерживать публично. И ты должен об этом сказать. Иначе он идет по пути падения. Иначе потом скажут, а что ж ты его поддерживал? Ну я его, слушайте, я его поддерживал честно 2,5 года. Я не говорил какие-то вещи, я надеялся на него. Ну теперь я брал интервью Андрея Илларионова год или полтора назад. Я в эйфории от Владимира Александровича, любимый президент, все. И вдруг с мрачным видом Илларионов, который понимает в политике намного больше меня, мне говорит, Зеленский, все. Я говорю, что? Он говорит, все, Зеленский, все, он уже не будет проводить реформы. Реформы проводят в первый год. Раз он их не провел и не пытался, реформ не будет, и ничего не будет. Зеленский, все. Я думаю, ну выжил из ума, простите, Андрей Николаевич. Думаю, выжил из ума. На моего любимого президента такое говорит. Я хочу извиниться перед ним, он был прав. Я подтверждаю, Зеленский, все. Мне очень обидно это говорить. Мне очень обидно это говорить. Потому что я сейчас говорю не о нем, я говорю о себе. Я
я в плохом свете. Мне обидно, мне стыдно, мне больно. Но это жизнь, это правда. А что я могу сделать? Теперь по поводу его этих прихлебателей. Там у них куча... Дмитрий Ильич, пока мы не ушли далеко, у меня коллеги просто, они очень оперативно работают. Они нашли это видео с пресс-конференции президента, покажите, там, где покажите, он передал привет, или как это, как он подтвердил. Покажите. Давайте вспомним, это пресс-конференция президента Зеленского в Мариинском дворце. Я точную дату не помню. Это было через 2 дня или 3 дня после выхода интервью с Гиркиным. Давайте посмотрим. Да, секунду просят техническую. Я помню, Дмитрию Ильичу дали слово в самом начале, когда еще Юлия Мендель была пресс-секретарем президента. Так было договорено. Я вам открою маленькую тайну. Так было договорено, что с самого начала президент скажет несколько слов, которые покажут всем, что это была спецоперация и что он в курсе. Вот посмотрите, что он сказал. Давайте посмотрим. Можем? Нет, простите, фальстарт. Фальстарт. Мы покажем обязательно. Хорошо. Мы нашли этот фрагмент. Чисто технический нюанс. Теперь, после того, как я сказал то, что сказал, всполошились прихлебатели президента. Во-первых, огромное, я не думал, что у Владимира Александровича есть боты. Я думал, боты – прерогатива Порошенко. О, налетели боты. Это потрясающе. Там подонок, сволочь и так далее. Значит, сколько тебе платит Ахметов, любимый вопрос. Причем я открываю тех, кто пишет. Одна публикация, 3 друга, портретов нет. То есть, ну, чистые боты уже примитивные, примитивно. Теперь по поводу, сколько мне платит Ахметов. Я хочу тоже сказать по этому поводу. Значит, я хочу всем сказать, если кто не знает, я мультимиллионер. Чтобы было понятно, мультимиллионер – это человек, у которого есть десятки миллионов долларов. Перед вами человек, который имеет десятки миллионов долларов. Все они задекларированы, все они работают в Украине, в отличие от президента Зеленского. У меня никогда не было офшоров. Я даже не понимаю, что это такое. У меня офшоров нет. Все мои деньги находятся в Украине, потому что я в свою страну верю. А теперь смотрите. Что может мне, мультимиллионеру, предложить миллиардер Ахметов? Или не Ахметов, а кто-то другой? Когда у тебя столько денег, плюс-минус, сколько-то там, не имеет, ребята, никакого значения. У тебя другая философия. У тебя другое отношение к жизни. Моя философия – деньги помогают мне быть независимым. Они мне дают возможность не размениваться на соблазны, идти своим путем и говорить то, что думаешь. Потому что самое большое счастье в жизни каждого человека – это свобода. Свобода слова. Свобода высказываний. Поэтому, если бы даже Ринат Ахметов, на канале которого я выступаю, предложил бы мне деньги, это унизило бы не только меня, но и его. И он, как умный человек, я уверен, у него даже мысли такой в голове не было. Кстати, попутно хочу сказать про Рината Ахметова. Если бы у всего офиса президента было 10% мозгов Рината Ахметова, наша страна намного лучше жила бы. Это я вам точно говорю. Это я вам говорю точно, как человек, который видел лучших людей эпохи и знает, что такое настоящие люди и настоящие мозги. Теперь идем дальше. В офисе президента есть целый ряд прихлебателей, которые занимаются по команде ФАС тем, что они на кого-то пытаются там нагнать. Ну, во-первых, я хочу сказать сразу, что на меня гнать – это только радость мне делать. Я очень с большой любовью отношусь к людям, которые про меня пишут и говорят. Причем не имеет значения, плохо говорят или хорошо говорят. Поэтому, когда обо мне что-то пишут, даже плохое, я получаю от этого большое удовольствие. Вот сейчас офис президента, значит, подтянул к себе Сережу Лещенко. Для тех, кто не знает, скажу, что Сережа Лещенко – это член моего фан-клуба.
очень хороший в прошлом журналист, очень хороший. Я думаю, что вы не дадите мне соврать. Он прекрасный журналист, был в прошлом, пока не занялся политикой. Ну, может, у вас другое мнение, но он мне нравился, как он работал. Вот Сережа Лещенко. Кстати говоря, он же член наглядовой рады Укрзалізниці. С зарплатой 332 тысячи гривен в месяц. И я с уважением отношусь к зарплатам большим, я уже об этом говорил. Но наша Укрзалізниця разворована. Она в жалюгидном стане находится. Я провожал папу, пожилой человек, почти 85 лет. На поезд провожал его на вокзале. Но я как-то ездил в поездах, перед этим плевался, дышал запахом туалетов, как-то ездил там то в Винницу, то в Одессу, как-то оно было. Но сейчас более дальнее расстояние, значит, поезд, вагон. Верхняя подножка такая, что мне надо напрячься, чтобы на нее встать. Папе 85 лет почти. Пришлось просить открыть соседний вагон, переходное это вот пространство. Папу еле подтянул туда и завели его туда, у него голова закружилась. Вонючий вагон СВ, вонючий, старый, 50-х годов, наверное. Узенький коридор. СВ-вагон, в нем 3 полки в СВ-вагоне, одна вот так на другой, в 3 яруса. Разойтись невозможно, 3 человека задыхаются там. Я проклял все руководство Укрзалізниці в этот момент и всю наглядовую раду. Сволочи, негодяи, воруют бабки, скоты, а потом еще что-то пишут, потом еще голос поднимают свой. Я все равно продолжаю говорить, Сережа Лещенко был хорошим журналистом. Но потом с ним произошла беда. Он себе сделал брекеты, поставил. И поставил брекеты неудачно. И у него от смещения брекета там стала попадать пища туда, и у него стало плохо пахнуть изо рта. А поскольку он стал поправлять рукой брекет, то у него вот в эту дырочку пища попадает, то у него стало плохо пахнуть и от рук. И теперь все, что он говорит, и все, что он пишет, плохо пахнет. И в офисе президента ему дали кличку «Дырявый брекет». А чтобы сократить, его иногда называют «дырявый», а иногда «брекет». Вот это цена бывшего хорошего журналиста Сергея Лещенко. Привет ему, если он нас слышит. Слышит. А? Каждый наш эфир. Да. Теперь дальше. Я оказался очень ценным человеком, потому что офис президента получил под меня, откуда-то они у какого-то олигарха, наверное, что-то взяли, получил неограниченный бюджет на очернение Гордона. Значит, мне уже 2 человека, среди них наш коллега, я вам скажу кто, сказали, что им поступили заказы, значит, посты писать в телеграм-каналах, чтобы Гордона мочить. Значит, цена одного поста 3-4 тысячи долларов. Сколько? Я себя зауважал. 3-4 тысячи долларов за один пост в телеграм-канале уважаемого человека с очернением Гордона. Я себя зауважал. Дальше. Генеральной прокуратуре дали задание собирать порочащие Гордона данные. Я хочу сказать сразу тем, кто дает задание, и тем, кто пытается собирать. Я с 16 лет своих на виду, на просвет. И все это хорошо знают. Я не скрываю, как я заработал деньги, где я заработал, где они вложены, что на мне есть, полностью задекларирован. Они меня только в задницу поцеловать могут. Никакого компромата. Никакого компромата. Ничего. Они могут в 1000-й раз написать про то, что я рекламировал «Золотую пирамиду» или работал с ясновидящими. Это уже, по-моему, все знают. Но, ребята, это же нормальная история. Поэтому ничего придумать не получается и ходят по кругу. Адресованная другу ходит песенка по кругу. Теперь я хочу сказать, что я знаю, кто заказывает материалы против меня и расследования. Знаю, кому поручают. Потому что те, кому поручают, приходят ко мне и рассказывают, кто им заказывает.
Поэтому я хочу предупредить и первых, и вторых. Во-первых, у меня хорошая память. Я не страдаю плохой памятью. Во-вторых, я, в отличие от них, фигура постоянная, они временные. Они у меня перед глазами мелькали в течение долгих 30 лет и пропадали. Пропадут и эти. Причем им надо бороться за то, чтобы пропасть хотя бы достойно. А пропадут они бесславно. И я им в этом помогу, если они будут еще что-то заказывать. Я их предупреждаю официально. Если я еще что-то увижу, я про них тоже кое-что закажу. Им будет больно. Я умею делать больно. Обещаю тоже. Теперь по поводу портрета с траурной лентой. Давайте, покажем, давайте. Ну, вдруг кто-то не сначала нас смотрит, вдруг кто-то пропустил в социальных сетях. Меня это, ну, честно говоря, очень сильно огорчило. Я знаю, что такое чернуха, я знаю, что такое черный пиар. Этим занимаются, люди зарабатывают деньги, но это просто пошло и отвратительно. Покажите, пожалуйста. Ну, пошло, глупо, пошло и отвратительно. Покажите ленту. На что могут? С лентой фото. Фото с лентой, да. Так, не ожидали, да, так быстро, что я попрошу? Не то. Даем фото. Значит, да, дайте фото, я скажу, кто Есть, это вот сделал. оно. Да. Есть уже на одном экране, сейчас покажут на втором. Это сегодня в центре Киева. Вот мужчина вышел на одиночный пикет. Значит, вот с таким портретом, вот с такой лентой. Да. Пожалуйста. Значит, мне тут же дали справочку из органов. Стоит за этой акцией Владимир Петров, зашкваренный пиарщик, работает на офис президента. Как написал один... Я, кстати, передаю Владимиру Петрову привет. Если я его где-то увижу, привет будет более явный. Пусть он не попадается мне на глаза, сразу скажу. Еще где-то увижу, что занимается нехорошими вещами, больно будет тоже, обещаю. Следующий момент. Написали, в шутку написали под этим. Можно было вообще написать «Гордон, ха, 3 точки». По уровню это было бы примерно то же самое. Поэтому ни ума, ни фантазии, желание, знаете что, вот я говорю правду, я говорю Да, то, что уберите думаю. фото, пожалуйста. Да, пусть лежит, меня оно не колышет. Я говорю то, что думаю. У нас существует свобода слова. Я высказываюсь сообразно своим ощущениям. Я могу ошибаться, я не категоричный. Где-то я могу перебрать что-то, где-то я могу сказать не так. Но я всегда говорю правду, так, как я чувствую, так, как я переживаю. Поэтому, если вы хотите со мной бороться такими вещами, вы меня только поднимаете этим, дурачки. Вы меня поднимаете. Чем больше вы обо мне говорите, тем больше люди начинают задумываться. Наверное, он таки правду говорит, раз вы с ним так боретесь. Поэтому я желаю им удачи. Видео президента, о котором мы говорили. Видео с пресс-конференции, где Владимир Александрович должен был дать понять, что он в курсе операции отставить, об операции с Про Гиркина, Гиркиным, да, и Поклонской. Пожалуйста, мы можем увидеть этот фрагмент с пресс-конференции. Я напомню, да, я там был. И вот Дмитрию Ильичу дали задать первый вопрос. Юлия Мендель тогда еще была пресс-секретарем. И вот что произошло на этой прес-конференції. Добре, дякую. Давайте пішли далі. Ну що ж, Дмитро Гордон, можливо. Наш спецагент, наскільки мені сказали. Пане президенте, ви зустрічалися в Парижі з Володимиром Путіним, ви подивилися йому в очі. Чи розумієте ви, що на українських умовах Путін... То, что он сделал, это предательство. Он предатель. Вот так, как он предал меня, он предаст всех остальных. Вот и вся история. Еще. Знаете, как говорят, шутили до пресс-конференции, что неужели это первая пресс-конференция президента Украины без Дмитрия Гордона? Да, действительно, вы были на всех пресс-конференциях президентов, кроме этой? Президента Зеленского, да, на Нет, всех. президентов Нет, не в всех. целом. Нет, не на всех. Но глобально чаще всего же вы бываете. Вас не пригласили на эту пресс-конференцию, Не, скажем ну, откровенно. я же сказал у вас в эфире, еще не было известно о пресс-конференции, я сказал, президент мне больше не интересен, все, что он будет делать, мне не интересно. Вы меня спросили, пойдете на пресс-конференцию? Я сказал, нет, не пойду. Ну, зачем меня приглашать? Правильно сделали, кстати, что не пригласили, но я же сказал, все. Но это неправда, что пресс-конференция была без Гордона.
Потому что в конце пресс-конференции Владимира Зеленского спросили о возможном баллотировании на второй срок. Президент ответил, что еще не определился, и при этом упомянул Дмитрия Ильича. Давайте услышим. І навіть якщо я не піду на другий термін, вони так бояться, що Гордон аж із штанов вибрасується. Не должен йти, не должен, не должен, не должен. Господи, Боже мій, чи це найголовніше? Я там не бачу, як діти мої ростуть. Оце я должен. Должен тільки їм. Позорище. Переодел штаны, из тех выбросился и пришел к вам. Почему Владимир Александрович обиделся на мою фразу о том, что он не должен идти в президент? Он действительно не должен, и я объясню почему. Ему просто, мне в офисе сказали, ему пиарщики перед пресс-конференцией говорили строго-настрого: не упоминай Гордона. Упомянув Гордона, ты его подымешь. Не подымай его, пожалуйста. Фамилию эту забудь. Ну, не сдержался. Один раз упомянул. Я хочу сказать вам, что я же исхожу из простых вещей. Я считаю, что он не должен идти на второй срок. Это моя точка зрения. Не должен идти, потому что у него не получается первый, мы это уже видим. Но это не главное. Он давал обещание перед тем, как шел в президенты. Он сказал: я иду на один срок. Это же не я сказал, а он. Дал обещание — выполняй. Дал слово — держи. Что тут нового я сказал? Поэтому не надо на меня обижаться. Надо не идти на второй срок и не допускать даже мысли об этом. И когда тебе задают вопрос: а вы идете на второй срок? Надо отвечать четко: нет, не иду, потому что я обещал пойти на один срок. А он что говорит? Я еще подумаю. О чем думать? Пообещал — не иди. Думать не надо. Я вам хочу сказать еще. Расследование «Украинской правды» с этими полетами на юбилей Андрея Борисовича Ермака туда-сюда, на государственных самолетах, вертолетах. Ну, это тоже. Слушайте, я с бумажкой пришел. В Эстонии экс-министра образования Майлис Репс обвинили в присвоении бюджетных средств и в мошенничестве. Прокуратура официально предъявила ей обвинение. Слушайте, в чем ее обвиняют. В данных следствия говорится, что Репс поручала сотрудникам обязанности, связанные с уходом за ее детьми, а также отмечала свой день рождения в здании ведомства. Еще Репс обвиняют в мошенничестве путем приобретения за средства министерства кофеварки, которую она использовала у себя дома. Мне пишет человек: нищеброды, несчастные. У нас президент на государственных вертолетах летает день рождения своего клерка праздновать. А тут какая-то, сука, кофеварка. Ну что взять с этих европейцев? Я вам хочу сказать, кстати, по поводу Андрея Борисовича Ермака, которого я считаю очень умным человеком. Андрей Борисович Ермак – руководитель офиса президента. То есть это человек, который должен заниматься тем, чтобы обеспечивать работу офиса президента, руководить канцелярией. А он у нас руководит всей страной. Но мы же его не избирали руководить страной, при всем уважении к нему. Его назначили руководить канцелярией. А он руководит всеми: премьер-министром, парламентом. Что это такое? Дмитрий Ильич, во-первых, я хочу сказать, что у нас больше 50 тысяч онлайн на YouTube. Ну, это очень много. Я хочу сказать всем нашим зрителям, которые смотрят нас на YouTube-платформе, нашим телезрителям, спасибо большое каждому зрителю и зрителям в студии, безусловно. Потому что все, что мы делаем, безусловно, мы делаем ради нашего зрителя. І от вопрос такой вам. Чи голосував би за Зеленського Гордон, якби на стадіоні біля нього стояли Малюська, Таран, Тищенко і решта? Мой ответ вас удивит. Да, голосовал бы. Я честно отвечаю. Я вам скажу почему. Потому что если бы я не голосовал за Зеленского, к власти пришел бы Порошенко. Порошенко – трагедия для страны. Это человек, у Зеленского еще человеческие качества есть. Я в этом ему не отказываю. А Порошенко – это вообще не хочу даже. Ганна Прилукіт. Де він бачив чесних політиків? Де я бачив честных политиков? Вы знаете, они есть все равно. Их очень мало. Я не хочу называть фамилии сейчас.
Я назову, может, покойных только честных политиков. Александра Зинченко назову, которого я очень любил, замечательный человек был. Он был абсолютно честный политик. За такими было будущее. К сожалению, он скончался. Хто ваші інформатори? Інколи здається, що ви знаєте більше президента. Олексій, Запоріжжя. Президенту просто не докладывают то, от чего он может прийти в уныние. Ему, по-моему, говорят только о том, какой он великий. А у меня информации хватает из разных источников. То на Бессарабку схожу, там получу информацию, то на Владимирский рынок, то в супермаркет заеду, и там шу-шу-шу, вот так, и напитываюсь информацией. Николая Тищенко встречали? Там он кофе, Николая этот, кофе, Тищенко, говорю, мясо под вазелин Николая покупает. Тищенко встречаю периодически на футболе. Сидит сзади меня, но со мной не разговаривает и не здоровается. Почему? Не понимаю. Да не узнает просто. Видимо, да. Завтра будет послание президента в стенах парламента перед Кого он депутатами. Услышим завтра. Как думаете, о чем будет говорить гарант? Вы знаете, все, что сейчас делает Владимир Александрович, ну не все, наверное, многое. Это все в лучших традициях шоу-бизнеса. Это все «Квартал 95». Все эти придумки, все эти ужимки, все эти какие-то нововведения, ну это хорошо было на сцене. В большой политике это уже плохо. И ему кто-то об этом должен сказать. Но поскольку Андрей Борисович Ермак окружил президента плотным кольцом из себя и не пропускает туда никого, то и сказать президенту это некому. Вот я говорю, он нас послушает обязательно. Может, он об этом задумается. А для чего, на ваш взгляд, надо было так экстренно созывать вот эту пресс-конференцию для 30 журналистов? Перебить информационное поле, наполненное вагнеровцами и расследованием по дню рождения Ермака. Но подождите, тогда получается, что президент вас услышал? Это же вы в эфире говорили, что нельзя отмалчиваться, нельзя прятаться в такой Я ситуации. же не говорю, что он меня не слышит. Много вещей, которые я говорил, были взяты немедленно на рассмотрение. От назначения Саакашвили, мы с вами это обсуждали, до увольнения Тарана, там еще целый ряд увольнений был. Мы многое говорили, что он услышал. Деньги, помните, я сказал, давать всем, кто вакцинируется, пенсионерам, но он это неправильно интерпретировал. Я говорил о том, что он должен заявление немедленно сделать. Он на следующий день сделал заявление по коронавирусу. Но есть вещи, которые он слышит. Ну, может быть, я уже не совсем глупости говорю. Может, он понимает, что это, наверное, где-то умные вещи. В целом, пресс-конференция 5-часовая, какое вот оставила у вас, я не хочу послевкусие говорить, но такое красивое, художественное слово. Василий Владимирович, опустошение, вопросы, почему он врет, почему он так плохо выглядит, почему он наезжает на журналистов, почему он так неубедителен. Вы знаете, что мне сказала моя знакомая? Она сейчас нас смотрит. Что? Она мне сказала, вот надо слушать людей. Вот я со стороны всегда слушаю. Она сказала, для меня первый звоночек был, когда он нахамил журналистам перед первым туром еще. Помните, или перед вторым, когда к нему журналисты подошли, и он им нахамил. Я вам ничего не должен. Да, я уже и забыл про это. Она говорит, я думала, что он просто волнуется, что он неопытный. А сейчас она говорит, он открылся. Это его суть. Ситуация, которая развивается вокруг Юрия Бутусова. Что скажете об этом? Я говорю, не критикуйте офис президента и самого президента. Он, кстати, очень болезненно принимает критику. Вот просто болезненно человек не стоит критики. Вот я про себя говорю, меня критикуйте сколько угодно. Обо мне говорите что угодно. С меня как с гуся вода, но я беру критику полезную для себя. Видите, ровно сижу. Потому что мне мой друг говорит, что ты горбишься, сидишь у Голованова и горбишься, ты плохо выглядишь. Мне можно такое сказать, мне все что угодно можно сказать. Я это слышу. Видите, сижу ровно. Я слушаю. Ему сказать плохое нельзя. Поэтому не надо критиковать их и не надо их топить. Они себя утопят сами. И то, что они... Вот смотрите, он бы, может, и хотел что-то сделать, Зеленский. Но он же себя окружил идиотами.
Ну, там Ермак есть Сережа Шефир, блестящий ум, но уже Сережу никто не слушает, мне кажется, Сергея Нахмановича. А в основном посредственности. Это его выбор. Он себя окружил неумными людьми, которые тебя могут вытащить, которые тебя поднять могут, которые тебе посоветовать, подсказать могут. Он себя окружил посредственностями. Он пожинает плоды. Поэтому утопят они себя сами. И поэтому то, что они Бутусова начинают третировать, это надо быть какими дураками. Вы знаете, я даже не представлял, какими надо быть дураками, чтобы после того, как Юрий Бутусов, уважаемый журналист, уважаемый человек, патриот Украины, говорит тебе в лицо то, что думает, и я под этим подписываюсь, чтобы спустя пару дней ему преследование выписать. Это вообще, ребята, вы чего? Вы где живете? Вы забыли, что вы в Украине? Тут эти хохмы не проходят. Тут не пройдет это. Это другая страна.